Приветствую любителей турбореактивной тяги. Сегодня начнем оживлять и запускать газотурбинный двигатель с выходным валом. То есть по сути это турбовальный двигатель, куда можно подключать любую интересующую нас нагрузку. Мощностью не более 110 лошадиных сил. С прошлого раза выяснилось несколько интересных фактов. Все-таки вот это действительно подогреватель, он сезонный и подогревает топливо, в случае если оно дизельное, при зимней и осенней эксплуатации. Так как он может эксплуатироваться до минус 50, то мы, естественно, очень легко себе можем представить, что в таких экстремальных условиях подогрев, да, действительно нужен. Здесь есть еще второй подогрев, это вот неведомая ранее штуковина. Что же это такое? Это теплообменник. Он должен ставиться внутрь сопла при зимней эксплуатации. Но мы это ничего использовать не будем. Будем стартовать так, как есть. Я уже притащил блок искрообразования. Это высоковольтный модуль. Выяснилось, что стандартный контакт, который для GTD 350, не подходит вот сюда. Свеча используется немножко другого форм-фактора. И, грубо говоря, резьба даже не дотягивается. Надо делать какой-то переходник. Чем мы сейчас перво-наперво и займемся. Нужно определить, что у нас здесь за резьба. Возьму специнструмент вот такой. И возьмем образец. Предполагаю, что здесь шаг 1. Оп, все сошлось. Так оно и есть. Нашел какой-то ржавенький пруток. Попробую отрезать новомодным китайским резцом. Для начала обычным резцом попробую. Ну, более-менее. Вот. А теперь отрезным китайским новеньким резцом. Что пойдет и как. Надо уменьшить чуть-чуть оборотики. Ну, вот так хорошо идет. Даже обалденно. Наболтаем. Красота! И даже стружка не синяя. Это как вообще? Грубить не буду, надо доломать. Так, а теперь проточу снаружи. Опять же новомодным китайским резцом и пластиной. Сандвик из Китая. То есть это сандвик, заказанный на Алиэкспресс. Вот такие чудеса. Войдем в координаты. Все, можно работать теперь. Оставлю один чистовой проход. И буду брать по максимуму. Очень даже красиво и хорошо идет. Опять же, стружечка не синяя, можно было бы и поболее сделать. Ну, поболее это вот так. Второй проход уже на 1786, чистовой. Теперь сама резьба. Нарезаю резцом. Сколько мороки из-за какого-то маленького переходничка. Но плюс в том, что есть такая возможность, когда имеется токарный станок. Делать вещи из ничего. Просто из куска железки. Запускаем сварку. Святая святых в мастерской. Вот. Друзья, какая вещь получилась. Внутри резьба и снаружи переходная. С помощью сварки такое гораздо проще сделать с уже готовой гайки, чем полностью изготовлять, так сказать, из прутка внутреннюю и наружную резьбу. Сразу посадил на красный герметик. Маловероятно, что я буду откручивать
этот переходник, скорее всего, так и буду использовать. Вот. Все нормально, все подпружинено, друзья. Все, искра у нас есть. Проверю, как работает. Ориентироваться будем по звуку. Стреляет в камере сгорания, значит, вот тут нигде не пробивает. Столько всяких непоняток с подключением, а я все думаю о какой-то ерунде. Как же к нему подключать природный газ? Есть тут большие штуцера заглушенные, я вот думаю, может быть, сюда куда-то шланг с природным газом подсоединяется. Не дает мне покоя эта информация, которую я увидел. Все-таки было бы очень интересно подсоединить его на постоянку, чтобы он молотил все время. Надо доставать, короче, вот этот коробок и принимать радикальные меры. Здесь у меня находятся разъемы, переключатели авиационные, всякие лампочки. Надо будет выбрать подходящие. Потихоньку картинка складывается. Происходит все не так, как я себе планировал в розовых очках. То есть я хотел сразу до идеала все подключить, сделать все, чтобы было как вот тут с панелью, с батареей, чтобы все навесное было на двигателе. Но так не получается, друзья, в очередной раз. Кое-чего не хватает, например, второго мощного контактора. Он нужен для более плавного пуска. Сначала мы запускаем через резистор и плавненько раскручивается этот электростартер. А потом добавляем мощность и раскручиваем до полного. Но второй контактор я пока не нашел. Вот. И плюс не могу до конца определиться со схемой. Все-таки решил делать панель, так будет удобнее. Панель будет такая, универсальная, без особых изысков. 3 лампочки поставлю и 5 различных тумблеров. Пару фиксированных и пару подпружиненных. Ну и еще один какой-нибудь. Потому что без панели, как мне видится, будет довольно-таки сложновато стартовать его. Как видите, все аккумы стоят на зарядке. Если эти не потянут, можно еще добавить батареи от Prius. Конечно, здесь пакет будет не такой огромный, как базовый на АИ-9. Но, я думаю, мощности здесь все равно достаточно будет на пару-тройку запусков. Потому что вот этого пакета, ну, наверное, запусков на 20 должно хватать. Судя по тому, как они тянут. Полностью заряжены. И, что интересно, батареи от Prius, они еще и особо не разряжаются. То есть я поставил здесь измеритель вольтажа. Вот. Ну, получается, на 0,2 подсело за пару месяцев. И то, я ж вам иногда показываю, как оно стартует. Пульт готов. Осталось его только скоммутировать. Это выключатель, это будет стартер. Надо будет одновременно и на стартер, и на свечу подавать. Потому что иногда надо чисто на стартер подавать, без поджига. Холодная прокрутка. Это форсунка, которая на постоянку включается. Ну а это вторая форсунка защитная. Также решил проверить масло, проверить уровень. Потому что забыть об этом и начинать стартовать неизвестно что там с маслом, это фаталити просто. Раньше думал, что снизу это смотровое окно, возможно в каких-то комплектациях так оно и есть. Но вычитал, что здесь у нас должен быть щуп. Итак, сорвал пломбу, смотрим. Да, действительно щуп здесь имеется. Только вот он ничего не показывает. Минимум и все. Все сухо. Вот максимум. Так что сейчас залью маслецо, друзья. И, кстати, не уследил приусовые батарейки. Их раздуло. Теперь они стоят вот так. Ну, я думаю, ничего страшного. При таком несильном перезаряде их обратно сдувает потом. Масло настоящее, авиационное. Все по-взрослому, друзья. Как слеза чистенькая. Только канистра неудобная, руку давит. Все, ребята, готово дело. Все-таки сделал по уму. Смотрите, как красиво, как элегантно все выполнено. Смотрите, даже бочка с топливом стоит на изготовке. Можно вот так сделать. Хлоп, и процесс пошел. Ой. Через этот резиновый шланг надо будет подключать подачу топлива. Потому что во всех движках такого типа, более-менее крупных, нужна предварительная подкачка топлива. То есть сам по себе он не возьмет его из бака, нужен какой-то некий небольшой подпор давления.
очень велико желание дать жидкого, но тяжелый, зараза. Написано было, что весит 200 килограмм, поэтому вот так потихонечку кантую. О, легче как-то пошел, видно он цеплялся еще за дерево. И разворачиваю его правильной стороной на улицу. Здесь проблем с тягой быть не должно. Я думаю, реактивная сила здесь небольшая, плюс большой вес не должно его оттягивать. Поэтому сейчас мы его так вот немножечко высунем и будем стартовать, я так думаю. Итак, клеммы подключены. Решил на приусовской батке стартовать. Панель управления запитана. Выводим на стартовую позицию. Все это дело выглядит теперь вот так. И будем посмотреть, удастся ли стартануть его с первого раза. Ну что, попробуем. Так, питалово есть, стартер пробуем. Стартер пытается раскручивать. Отлично. Подаю топливо сразу. И погнали, друзья. Дело не пошло, либо что-то не открылось, либо в чем-то еще проблема. Процесс не пошел, топливо не подалось. Может быть воздушная пробка. Сейчас буду на ток смотреть и говорить вам, сколько он. Ток зашкалил. Одно могу сказать, керосином не пахнет. Эх, к сожалению, не захотел запускаться. Но, ребята, я не отчаиваюсь и уже произвожу некие шаги к успешному запуску. Во-первых, снял форсунку. Выяснилось, что внутри было залито масло в топливный насос. И половина заряда батареи я просто прокачивал это масло. Естественно, масло зажигаться не будет и гореть не будет. Следующий шаг, я увеличил батарею, которая внутри сидит моего мега насоса. Увеличил напряжение в 3 раза. И что-то мне подсказывает, что именно в этом ключ к успеху. Вот смотрите, судя по манометру, теперь создается даже некое давление, где-то 0,6 атмосфер. Вообще для запитки этого двигателя нужно избыточное давление. И оно вообще-то для всех двигателей нужно. Но раньше прокатывало запустить и так, а здесь, видимо, не прокатывает. И действительно надо около 1 атмосферы подавать. Ну, надеюсь, 0,6 атмосфер хватит, потому что тот насос, что внутри, он такой какой-то байпасный, лишнюю жидкость сбрасывает сам в себя. Но, естественно, если подать в 3 раза больше напряжения, то он некое давление все-таки создает и качает большие объемы. Вынул форсунку, чтобы попробовать продуть ее. И еще хочу вынуть свечу, посмотреть, работает она или нет. Вот смотрите, что мы имеем. Давайте проверим, пока все подключено, работает ли свеча. Так, вкл и свеча. Ну, вполне себе бодро работает. Правда, не по кругу бегает искра, а где-то в одном месте. Ну, это, по идее, должно хватать этой плазмы, чтобы запаливать топливо. Теперь давайте я вам покажу, как работает форсунка на данный момент. Так как есть давление вот там. И что самое интересное и самое мне непонятное, ну, хотя видно есть какие-то клапана. Короче, вот тот насос, он продавливает аж до форсунки, если открыть соленоид. Невзирая на то, что есть у нас там внутри плунжерный насос, все равно подкачивающий насос все продавливает. Стравливал в баклажку масло, уже пошел даже керосин. Видите, какое оно желтое. Это масло с керосином. Это то, что стравил прямо сейчас. Ну, а вот до того. Такое более густое масло, консервационное, более темное. Ну, ладно, смотрим, как работает и работает ли форсунка. Включаю подкачивающий насос. Как видите, здесь уже 24 вольта. Питалово общее включено. И даю на форсунку.
Вот так. По-быстрому. Только чтобы увидеть. Вот так. Видно, все работает прекрасно. Без всякого основного насоса. То есть, по крайней мере, оно уже у нас должно поджигаться. И, видимо, оно работает как стартовое топливо. Ну что ж, ребята, я готов сделать вторую попытку. Вакуум подключил. Надеюсь, будет хотя бы зажигаться что-то. Так, погнали. Ну вот, очередное фиаско. Пока что не получается стартануть двигатель, но я не сдаюсь, друзья. И вы обязательно услышите звук этого движка, и мы проанализируем, как он работает. Увидим те самые 11% КПД, на которые он способен. Почему же он не стартует? Мое предположение, что все дело во входящем давлении. Тот насос, что внутри у меня стоит, ну максимум 0,6 атмосфер дает. Я еще поднимал его чуть выше, еще добавлял 1-1,5 десятки. Ну пускай 0,7 атмосфер мы подавали на вход. А по паспорту входное давление около 1 атмосферы. И даже, по-моему, больше надо. И вот эта коробка, в которой находится топливный насос, автомат запуска, автомат вывода в режим, автомат поддержания оборотов, автомат поддержания постоянной мощности. Ну, короче, там вообще наворочено жестко. И он не дает просто, если малое давление. Но опять же, если здесь ничего еще там внутри не заклинило. Поэтому, друзья, мы сейчас, дабы сделать хоть какой-то запуск, будем обманывать систему. Опустил в канистру топливный насос автомобильный. Мне он очень нравится. Когда-то давно подарил мне подписчик такой. Он его, кажись, на Субаря покупал и сказал, что он сильно мощный. Да, действительно, он сильно мощный. Но мне зачастую недостаточно. Сейчас мы попробуем быстренько стартануть все это дело. То есть без учета основного автомата топливоподачи. Мы подадим вот прям сразу на форсунку по шлангу топлива. Поджечь, я думаю, мы его сможем. Вот видите, шланг идет прям туда. И сможем регулировать давление шим-регулятором. Шим-регулятор, кстати, на 100 атмосфер. Достаточно серьезный. Вот так он работает. Оп, слышно, что идет какой-то шум и что-то работает. Чтобы хотя бы иметь малейшее понятие о происходящем, я прикрутил измеритель оборотов, который будет мерить от 0 до 100. И вы знаете, ребята, он даже работает. Хотя 3 провода я подсоединил наугад, буквально. Ну, там трехфазная система, есть датчик. Вот он, вот он, вот он. Он там от чего-то вращается с определенными оборотами. А вот эти приборы, я так понял, они все одинаковые и показывают от 0 до 100%. Тут, кстати, 2 стрелки, и можно 2 таких датчика подсоединить. Этот конкретно прибор с огромного двигателя АИ-25. 2 датчика ему нужно, чтобы измерять сразу 2 ротора. Я его взял во временное пользование и сейчас покажу, как работает. Вот, допустим, стартером я поддаю. И мы видим, что сразу процесс пошел. Фактически до 20% поднимаются обороты. Это очень круто на самом деле. Посмотрим, насколько мы сможем вывести его самодельной топливной системой, состоящей из минимумом деталей. После успешного запуска, если таковой состоится, мы уже будем далее настраивать систему, пробовать все-таки запитать по-нормальному. Автомат топливоподачи снабжен регулировками, и мы после вот этого запуска займемся регулированием. Я у аппарата, у пульта. Погнали.
Короче, что-то пошло не так. Сначала не подожглось, потом сильно подожглось, я перенервничал. Ну ладно, попробуем еще. Ну, не знаю, какой там звук был на видео, по-моему, очень страшный. Я не смог без наушников находиться. Стало очень жестко, друзья. Ну, работает он от 20% по моему шим-регулятору, по моему насосу. И где-то от 60% по оборотам. Апокалипсис, в общем. На улицу его вытаскивать тяжко. Я один не смогу, он 200 килограмм весит. Ну а если внутри стартовать, творится просто какое-то безумие. Во-первых, поулетали все мои пропеллеры. Упали они вот с этой полки. Во-вторых, когда сопло на срезе створа дверей находится, издается такой бубонящий звук, кажется, что сейчас все разлетится. Ну, вообще он, конечно, свистит знатно, но в наушниках очень страшно, потому что звук бубонящий. Как будто есть адская вибрация. Ну, я так пробовал, вроде бы все нормально было. Оборотометр показывал уверенную работу на 60%. Вот. И с помощью моего шим-регулятора обороты даже до 100% поднимались. Хорошо, что не больше. Значит, по расходу. В принципе, такое чувство, что жрет он довольно-таки мало. Я вот залил полную 10-литровую канистру. Было вот столько. Сами видели, залил я вот полную, получается. Ну, съела где-то литров 6. Проработал он минут 20 у меня, может 15. Но это, друзья, на холостом ходу. Естественно, что он с помощью вот такой системы не может работать на полную мощность. Потому что там довольно-таки слабенький насосик стоит. А опять же, автомат топливоподачи, он в соответствии с изменением нагрузки добавляет топливо. И добавляет он на форсунку, по-моему, аж до 60 атмосфер. Ну, естественно, мой насосик на такое не способен. Хорошо, что он за пределы не вывел двигатель. Я ему давал на всю, на все 100%. Кто внимательный, заметили, что я еще подавал вот этой системой топлива. Оно проходило полностью все как надо, только не шло в двигатель,
а обрывалась вот здесь. Вот, вот. Я запускаю другой системой в двигатель, а если эту шлангочку сюда перекинуть, то оно бы подавало на форсунку. Я смотрел, как качает насос. В принципе, насос качает. Я еще увидел, что были желтые следы масла первоначально. То есть я уже несколько раз вымывал, но все равно идет вот такой вот оранжевый керосин. Потому что в его составе очень много консервационного масла. Надо все-таки запустить его в автомате, но надо что-то здесь подрегулировать. Сейчас я немножко посмотрю литературу, прикину и будем уже подключать, пробовать крутить. Только надо поставить новые баты, потому что эти тяжко раскручивают его. Хорошо, что поставил тахометр, это большой плюс. Из сопла я не скажу, что прям сильно страшная струя вырывается. Как-то оно так лайтовенько все это дело. Ну, очень громко, друзья. Ну, как всегда. Это может быть на каких-то многоступенчатых турбинах. Там будет потише. А на одноступенчатых всегда громко, потому что огонь, он практически вот здесь, рядом. И резко очень вырывается. Турбинка в норме. Все отлично, выбег хороший, все супер. Итак, ребята, я готов крутить все крутилки. Поднял даже бочечку повыше, вот под самый потолок, чтобы опять же сделать подпор давления, чтобы больше было на входе. Ну что ж, давайте-ка попробуем, что получится. Загорелась лампочка масла. На режим не выходит, но и не глохнет. Продолжает работать еле-еле на каких-то парах. Но так не должно быть. 20% показывает. Лампочка масла потухла. Короче говоря, крутить-вертеть ничего не помогает, ребята. Не хочет он сам стартовать, сам работать на своем насосе, к сожалению. Это, конечно, обидно. Что-то мне подсказывает, даже если я насос поставлю вот туда в бочку нормальный, ничего не изменится. Ну что ж, на досуге подумаю, что с этим делать дальше. Никаких мыслей по использованию у меня нет этого аппарата, но мало ли вдруг появится. Аппарат новенький, хороший. У меня на этом все, друзья. Кому было интересно, подписывайтесь на канал, поддержите лайком. Всем пока, до новых встреч!